Сейчас я хочу показать, как я пристрачивала косую бейку к данной детали. Скажем так, это карман будет на изделие. К примеру, это образец. Я просто на образце вам показываю. Прикладываю я косую бейку. Я решила обработать готовой косой бейкой нижний срез. Я прикладываю, уравниваю срезы, слегка отгибаю, потому что косая бейка, она как бы заглажена вот так в эту сторону. Я разравниваю этот срез. Здесь видна линия сгиба, где на косой бейке проходит линия сгиба с одной стороны. Я уравниваю срезы и строчу по этой линии сгиба. Косую бейку в момент пристрачивания не растягиваем, потому что она может уменьшиться в ширине и таким образом может стягивать изделие, к которому вы пришиваете косую бейку. Также косую бейку я прикладываю лицо на изнанку. Для чего я это делаю? Для того, чтобы я затем отвернула, когда на лицевую сторону я вижу строчку, первую проложенную, и уже второй частью косой бейки я накрываю слегка на 1 миллиметр, перекрываю строчку, которая видна, и прокладываю уже строчку вторую. И таким образом по лицу по лицевой стороне изделия, куда я отвернула косую бейку, у меня будет ровненькая красивая строчка. То есть вот таким образом. И получится, что с изнаночной стороны косая бейка пристрочена. Я не переживаю, что она там не захватится, если вдруг не попадет строчка идеально в край косой бейки. Но мне достаточно, чтобы у меня по лицевой стороне моего изделия, куда отвернется вторая часть косой беечки, строчка проходила ровно по краю косой бейки и тем самым еще дополнительно перекрывала первую строчку, которая проложена на лицевой стороне. Видна на лицевой стороне вот эта строчка. Мы ее перекроем косой бейкой. Хвостики я выпускаю немножко длиннее в начале, когда только пришиваю. И уже когда я закончу, прокладу вторую строчку, я уже эти подрежу до той длины, которая мне необходимы, и придам форму. Вот таким образом я сделала первую строчку по пришиванию косой бейки. Сейчас я буду делать вторую строчку, отвернув на лицевую сторону.